4К смарт-телевизор 43U740LB. Это просто охуенно, сказал бы я, но это об этой кепке, а не об этом телевизоре. Поэтому мы сегодня будем обозревать его на нашем канале Технозон. Поехали. Видите, у меня какая коробочка здесь есть. Сейчас я вам покажу. Вот она, коробочка от Kiwi. Первое, на что хочу обратить внимание, здесь так безрамочный дизайн, видите, прям вот так вот нам презентовали. Я пока что про безрамочный дизайн скажу одно, что никакого безрамочного дизайна нет. На распаковке вы увидите, что рамки действительно тонкие, а дизайн безрамочный — это не про него. Дело в том, что сами, например, производители Kiwi, они не знают, что такое безрамочный дизайн. Это значит, что когда у вас работает матрица, то все-таки та рамка, окантовка, которая есть, это должен быть край вашего телевизора, вернее, вашей матрицы. А не когда загорается матрица, есть еще целая рамка, ну, достаточно большая. Поэтому в чем безрамочность, я не знаю. Но это все мелочи. Это все мелочи, это придирки. Тут нужно вам рассказать о том, что же это за телевизор. Телевизор был представлен и был анонсирован как нечто новое, нечто классное, но не совсем это так. Дело в том, что это все тот же 43710 KB, который был выпущен в 2020 году, но с немножечко худшей матрицей. То есть, что можно было сделать? Можно было оставить ту же самую платформу MT7322, это я про платформу, а не про процессор. Тот же самый Realtek Cortex A55, 1,4 ядра на 4, вернее 1,4 ГГц на 4 ядра. Все те же самые 1,5 гигабайта ОЗУ и 8 гигабайт хранилища. Да все это еще и в паре с Android TV 9, который тоже, откровенно говоря, не сменился, хотя очень странно. И вся разница у нас между 710 KB и 740 оказалась в матрице. Вот этом пульте с указкой, как они говорят, это, кстати, Google пульт, ну, такое, знаете, неплохое решение, пульт отличный, и в безрамочности, которая тоже оказалась, откровенно говоря, фейком. Что же произошло с матрицей? Здесь стоит VA-матрица с достаточно посредственными углами обзора, но это, в принципе, про любую VA-матрицу можно сказать. Конечно же, это не 120 Гц и не 100 Гц матрица, это 50/60, и, знаете, тут какой момент? Дело в том, что о том, какая это матрица, мы сказать не можем. Если в KB 710, вернее в U710 KB мы разбирали, и там была маркировка матрицы, то в этот раз мы разобрали телевизор, и, к сожалению, маркировка была тщательно удалена с этой матрицы, для того, чтобы никто не узнал, какая же все-таки матрица стоит в телевизоре. Но то, что эта матрица хуже и дешевле, я вам и так скажу. Дело в том, что в телевизорах 2020 года от Kiwi была яркость 400 кандел. В этом телевизоре яркость 350 кандел. И это печально, потому что HDR, для обеспечения нормального отображения HDR нужна базовая SDR яркость около 400 кандел. А самое интересное, что в 2020 году в Kiwi 710 KB был MEMS или MEMC, это уплавнялка с индексом 800. По крайней мере, они так заявляли, я ее в том году так и не нашел. Но да ладно, в этом году они, знаете, что сделали? Они просто ее перестали упоминать, потому что ее нет. Да к тому же еще и телевизор не поддерживает чистые 24 кадра, то есть у вас будет чистая дерганина в этом всем действии, то есть вы не сможете смотреть 24 кадра кино ни в самом телевизоре, ни в смарте самого телевизора, ни при подключенном ТВ-боксе, и автофреймрейт в ТВ-боксе вас от этого не спасет, у вас будет устойчивый джаддер или джоддер эффект, каждый произносит это по-разному. Мы даже связались с пиар-отделом самого Kiwi и проговорили им эту проблему в надежде получить какой-нибудь вразумительный ответ, но нам сказали: тестируйте на нормальных фильмах, в фильмах у нас проблем нет. Но знаете, наверное, трудно поспорить с тестовой лабораторией Artins, это американская лаборатория, которая выдвинула четкие параметры тестов для определения 24-кадровости матрицы и способности ее воспроизводить 24-кадровые фильмы без дрожания. И мы, конечно же, эти тесты провели. Так вот, 24 кадра действительно нет. И плюс нам советовали в нормальных фильмах, но я думаю, что нормальные фильмы типа Тарзан, Смурфики показывают, что ни о какой плавности в данном телевизоре говорить не приходится. Поэтому для
онлайн, для OTT-сервисов, для YouTube это нормально, для фильмов, ну, нет. Так же, как я когда-то говорил про Xiaomi Mi TV 4S, там тоже, ну, нет, совсем нет. Хотя, справедливости ради, могу сказать, что цветопередача данного телевизора меня порадовала и в плане контраста, и в плане яркости. Я, когда тестировал на тестовых картинках Бурож, у меня не возникло проблемы, вот не возникло проблем никаких при яркостно-контрастном анализе, и плюс я различал все градации цветов на различных тестовых паттернах. То есть здесь у меня как бы вопросов не было, но все-таки 8 бит плюс FRC, здесь не 10-битная матрица, тоже делают свое дело, и на градиентной заливке четко видна лестничка. Но у нас случилась еще одна неприятная штука. Дело в том, что когда мы этот телевизор распаковывали, мы сняли пленку с телевизора, и внизу у нас вот эта вот рамка, она отстает, и там клей виден. То есть не знаю, как это все делалось, мы это обязательно на распаковке покажем. И, честно говоря, вот мы тоже опять же связались с Киви, нам ответили, ну это же на изображение не влияет. И нам предложили, конечно же, поменять, тут вопросов нет, но я вам расскажу, я им честно сказал, я этот опыт буду показывать своим зрителям, потому что я его купил за свои деньги. Я купил в магазине за свои деньги, и я уверен, что мои покупатели, вернее, мои зрители при покупке могут столкнуться с такими же проблемами, чтобы они проверяли это прямо в магазине. Хотя это невозможно. Почему? Потому что в магазине на нем будет наклеена пленка, и пленка будет на весь экран. Оценить качество изображения потом вернуть через 14 дней, вам будет достаточно тяжело, потому что магазины, действуя по букве закона, имеют право вам отказать, потому что вы не сохранили заводскую упаковку. Вернее, целостность этой самой заводской упаковки. А вот вы видите сзади меня ролик? Сзади меня играет ролик «Дикая река», который я снимал сам. И этот ролик идеально подходит для проверки шим, потому что здесь очень много мелких деталей. И прямо сейчас, я не знаю, видно вам это мерцание или нет, но это отчетливо видно. Давайте я остановлюсь на паузу. Я сниму даже это на свой телефон, потому что камера у нас высокочастотная, и она может сглаживать шим. Я сниму специально на 30 Гц, для того, чтобы вы увидели, как это все сейчас воспроизводится. То есть здесь есть отчетливое мерцание. Особенно в этих сценах, то есть в этих сценах есть четкое мерцание при воспроизведении, то есть в телевизоре есть ужасный шим. Он действительно прям бросается в глаза и на различных уровнях яркости проявляется. Поэтому, если не верите, пойдите в магазин перед покупкой, включите ролик «Дикая река» прямо в магазине и просмотрите его от начала до конца. Просто выставив разрешение 4К 60 FPS. Вы будете очень сильно удивлены. Поэтому мы об этом тоже ответственно заявляем. Да, самое Киви может его включить и проверить. Слушайте, ну ладно, в принципе, рассказал много чего плохого, хорошее тоже есть, ну про цветопередачу хорошую сказал. Звук от GVC действительно поработали. Звук мне нравится, хотя на большой громкости он совсем плоский, в том плане, что не хватает басистости. Но звук чистый, при средней громкости достаточно приятный. И тут я говорить о том, что это какое-то плохая реализация звука, я не буду. Также телевизор справляется с 4К и PTV, у него есть сертификация Netflix, лицензия Dolby, сертификация Netflix, лицензия Dolby, и он работает со всеми стриминговыми сервисами, плюс даже работает с большими раздачами для тех, кто любит смотреть большие раздачи онлайн. Ну, в принципе, как большие? До 50 гигов это максимум, что ему светит, потому что на 70 уже начинаются четкие фризы, но не может процессор справиться. Поэтому в данном случае мы рекомендуем использовать TV-бокс, хотя какой TV-бокс при отсутствии 24-кадрового режима. Смотреть на стробоскоп, честно говоря, никому не пожелаю. Но если говорить о конкуренции данного телевизора, то в своей ценовой категории он может конкурировать, например, с Xiaomi Mi TV P1 или с TCL P725. И во первом и во втором случае у обоих телевизоров есть Dolby Vision, есть тоже лицензии Netflix, при этом у них есть уплавнялки, и они тоже 4К. Поэтому я бы советовал все-таки доплатить и не рассматривать это. А в целом, ссылки в описании под видео, мы перейдем сейчас на распаковку и, конечно же, на резюме, уже на тесты, а потом уже на резюме, которое я советую дождаться. Да, советую. А также подпишитесь и нажмите колокольчик, если хотите, чтобы мы и в дальнейшем вот такие вот телевизоры тестировали. Так что поехали. Так, ну что, распаковочка. Сейчас мы здесь подрежем. Тут Аня сейчас упадет у нас, оператор от бога. Сейчас, подожди. Так вот. Шик. Опа. Киви. Инструкция по установке телевизора.
Ладно, что ножки пишут. Короче, надо крутить. Крутить ножки. Давайте рассматривать ножки. Что у нас там за ножки? Ножки. Очень, знаешь, на что похожи ножки? На TCL, короче, то, что мы видели. Помнишь, там тоже направляющая. Поехали дальше. Вторая ножка. Как я люблю мононоги, как я не люблю, когда есть куча вот этих ножек. Во-первых, на узкую тумбочку не поставишь. Это такое неправильное решение. Так, это будет, скорее всего, вот так вот. Сейчас открываем. Да блин. Что это? Упаковка от Бога, блин. Не знаю. Могу сказать, что здесь есть пульт с аэромышью. Да ладно. А почему батарейки вставлены? Нам продали пользованный телевизор, мы заказывали новый. Почему вставлены батарейки? Они должны быть отдельно. Да, нам его проверяли, точно. Это я уже гоню. Здесь у нас в комплекте еще вот такой вот переходник 3.5 на RCA. В принципе, вы его можете использовать для подключения чего-то очень старого. Ну, обычно сюда спутниковые ресиверы таким образом подключают, очень старые, но в данном случае не вижу смысла. И вот за это, конечно, стоит Kiwi ругать. Вот эта вот шестеренка, которая 300 лет не нужна. То есть, почему мне для того, чтобы закрутить вот эти вот винтики, нужна шестеренка? Нужна не шестеренка, а шестигранник. То есть, ну, это неправильно, вообще неправильно. Хорошо, что кладут, конечно, шестигранник. Так, картон. Нет, здесь у нас, да, есть ручки. Ладно, за ручки плюс. Так, мы его достали. Давайте мы посмотрим, что видно у нас здесь снизу. Есть джойстик управления. Ну, сами по себе крепления для ножек. А где у нас динамики спрятаны? Как-то спрятали, их не видно. Ладно. Сейчас будем устанавливать ножки. Да, ножки через шестигранник. Хотя многие напишут сейчас в комментах: вот что ты возмущаешься. Шестигранник положили, уже круто. То, что это неудобно закручивать, это факт. Так, эту прикрутили. Пошли следующую прикручивать. Главное, Аня, потом шестигранник не потерять, как в прошлом году мы Kiwi делали обзор, ты помнишь? Шестигранник потеряли, а потом разбирали его, долго и нудно искали. Ножки прикручены. Водружаем его на пьедестал. Знаете, за что я еще буду ругать Kiwi? Потому что вот эти пленки, которые они цепляют на экран, а здесь пленка по всей поверхности. Вы знаете, для чего они это делают? И, конечно, я подозреваю, что мне напишут, со мной свяжутся потом и скажут, что пленка на весь экран не для того, о чем я сейчас скажу, я вам скажу. Дело в том, что по закону защиты прав потребителя вы имеете право вернуть товар в течение 14 дней, не повредив заводскую упаковку. А это значит, что оценить качество изображения у вас не получится, потому что все просто-напросто у вас будет демонтирована пленочка, и вам откажут в приеме телевизора назад без этой заводской пленки. Это факт. Ну, Аня, иди снимай пленку, тут пленка еще запаяна так, что на голову не натянешь. Трындец, слушайте. На, держи, сейчас будем чем-то подрывать ее. То есть вам однозначно понадобится нож для демонтажа этой пленки. Это однозначно. Эту пленку голыми руками сорвать невозможно. Вообще невозможно. Это жесть. У нас есть нож? Есть у нас нож. Но каким образом я должен подковыривать эту пленку? Это бред. Ну зачем так упаковывать телевизоры? Вы когда-нибудь видели, чтобы нормальный бренд упаковывал телевизор в пленку? Вот именно полностью, на 100%. Я не говорю сейчас про Samsung, там тоже у них политика дебильная. Угу. Да. Это все очень и очень печально. То есть поняли? Мало того, я не могу снять транспортировочные боковые пленки, вернее, не могу снять полную пленку с экрана, пока не сниму
транспортировочные боковые. А вот теперь, сняв эту пленку, оценив качество обслуживания, вернее, качество изображения, если мне что-то не понравится, я не смогу его вернуть. По факту, потому что это заводская упаковка. Слушайте, ну пятна, ну после пленки пятна, ну что это такое вообще? Что это? На TCL на вшивом пятна, и здесь пятна. Это мрак. Нахрена вы клеите эти пленки непонятные? Черт знает как, через одно место. Вот боковая пленка, покажи ее. Как ее демонтировать без ножа? Объясните мне. За что ее подцепить? За что ее ухватить? Слава богу. Отцепились. А что это у нас такое? Киви. Что это? А что это киви? Ребят, телевизор я только при вас открыл. Что это? Нет, это у нас за экраном какая-то херь белая. У нас между экраном мы сняли только пленку. У нас между экраном и между матрицей и вот этим вот этой штукой у нас какая-то белая херня. Да нет, она не выдувается. А чем я должен это убирать? Что это за пиздец? Извините за мой французский. Леша, маты не вырезать в данном случае. Ну, я так и оставлю. Я не знаю, что это такое. Типа, ой, оно еще и клейкое. Оно клейкое, оно там под матрицей. Это не... Оно растирается как клей, понял? Как... Ну и что мы, дай мне зубочистку какую-то. У меня такого еще не было телевизора. Это полная жопа вообще. Это полная жопа. Смотри, оно не убирается. Оно там. А это так мило получается, пленку мы сдали, теперь будем на это смотреть и не сдадим? Нет. Он такой классный, с белыми пятнами, да. Липкими будет. Да. Ну охренеть вообще. Щеточку, Дай мне щеточку какую-то, попробуем сейчас вычистить аккуратно. Это бред. Это бред. Что это такое, киви? Как вы это продаете? О чем, на какой презентации вы там говорили, что у вас там супер? Ладно, пока Аня несет щеточку, рамки действительно тонкие. Сейчас еще включим, оценим. Тут как бы у меня претензий нет по тонким рамкам, тут все нормально. Не знаю, насколько оно хватает. Сильно широко расставлены ноги, сильно широко. На узкую тумбочку точно не пойдет. Ох, 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 ох. Ох, ох, ох. Сзади у нас сейчас Аня освещение переставит. Я, честно говоря, в охуении сейчас. Я такого еще не видел вообще. Я сейчас напишу в Киеве. Я сейчас напишу, скажу, ребят, вы вообще, мы такого еще не видели вообще. То есть какой-то клей торчит из-под этого. Так, что у нас на задней панели? Смотрите, USB 1 вижу, есть у нас HDMI, есть разъем для PCMCI карт, есть вход. Вообще написано для наушников выход. Ага. Так, USB 5 вольт, 500 миллиампер. Жесткие диски может не потянуть. Такое, знаете, труднодоступное. Вот эту херь, нахера она здесь нужна. Труднодоступные места. Доставать это будет очень, очень весело. Давайте так, здесь Ethernet. Ну, знаете, мы только догадываемся, что здесь Ethernet. Ethernet. Оптический SPDIF, 2 USB, вот они, блин, как же их показать, а? 2 USB 2.0 по 5 вольт 5 миллиампер, есть у нас 3 HDMI здесь, какой из них работает как ERC непонятно, не подписано ничего, то есть у нас здесь есть какое-то обозначение, есть мини-AV, слушайте, я не отвечаю за то, как это выглядит, и есть T2. Ну, грубо говоря, DVB-T антенна, то есть мы можем сюда антенну подключить. Сзади есть крепление веса, вот оно. И диффузоры, это металл, вот это металл. Слушайте, давайте перейдем обратно к нашему клею, попробуем очистить. Кисточку дали, на, держи. Еще смотрите, ребят, какая у нас ситуация. Мы взяли кисточку, попробуем клей этот дубануть. У нас здесь нет зазора, а вот где клей, а ну поставь мне осветители, так чтобы было видно, непонятно. Но дело в том, что черный фон. Вот, отлично. А там, где клей, у нас огромный зазор. То есть у нас отстала вот эта штука. То есть смотрите, здесь нет зазора, а здесь есть зазор. То есть у нас тупо, блин, вообще он криво собранный, это жопа какая-то, вообще жесть. Ладно, ну я не знаю, ну Ань, держи, сейчас попробуем этот клей, он вообще вычищается или нет.
Да, это вот какая-то хрень. Это знаете, как наклейку отдираешь, и вот это липкая Да, такая. да, да. Смотри, оно вот все вот здесь вот, Да. то есть смотрите, то есть я не знаю как это, оно все вот там вот внутри, вот оно торчит, вот оно все внутри. То есть толку, что мы убираем Весь сверху, желобок да, получается. весь желобок заполнен, ну это клей был, это он высох, короче, это они такой клей нанесли. Или хрен пойми, что они делали с этой рамкой, или хрен пойми, как его вообще собирали. Ну смотри, оно прилипает сразу, оно липкое, оно прилипает к экрану. Дай мне, пожалуйста, набор для чистки. Это ужасно. Подожди, сейчас попробуем вычистить максимально то, что есть. Ну, то, что здесь отстало от, ну, вот эта рамка, она отстала. Она отстала от самого. Посмотри, как здесь. Вот посмотри, как здесь. Да, я вижу, тут А здесь у нас, уровень выпирает. вот она отстала, вот она гуляет. Смотрите. То есть вот она. Ну, может, хотели эту щель чем-то. Ну, я не знаю, у меня такое ощущение, что просто-напросто Наполните. хотели чем-то замазать эту щель. Короче, ребят, будем сейчас настраивать это чудо. У меня уже огромное количество каких-то положительных эмоций. Будем продолжать наш обзор. Мы, кстати, только что в Киеве написали, показали им этот факап и сказали, что мы это отобразим в обзоре. О, главное меню. Kiwi 740. 4К телек все-таки. Давайте сразу мы проверяем доступность голосовых функций. Самый лучший фильм. Голос он распознал. Меня интересует поиск во всех приложениях. Да, разрешаем выполнять поиск. Давайте еще раз попробуем. Самый лучший фильм. Так, поиск есть. А в других приложениях появляется? Ага, все, да, в играх появилось. Почему-то в играх. Ладно, попробуем другой вариант. Ведьмак должен пойти и найти и в Netflix в том числе. YouTube, Megogo, да, ищет в приложениях. Все, у меня как бы вопросов нет. В Megogo нашел, уже хорошо. Давайте дальше. Вверху у нас есть панель. Ну, в общем-то, сам по себе интерфейс это стандартный Android TV, это Android TV 9 с каналами рекомендаций и недавнего контента. Вверху у нас есть панель уведомлений. Также у нас есть переключатель входов, есть каналы, ну и у нас подключен через HDMI 4 еще тестовый TV-бокс. У нас есть Wi-Fi, он подключился через 5 ГГц, тут как бы тоже вопросов пока что нет. Есть функции Wake on LAN, это значит вывод из спящего режима по локальной сети, и Wake on VLAN, это вывод из спящего режима по беспроводной сети. Обычно удобно для использования с Google Home. Сами настройки достаточно бедные. Так, есть у нас Google Chromecast, давайте попробуем на него что-нибудь затранслировать. Kiwi он определил, нажимаем транслировать экран. Chromecast у нас работает. Задержка, в принципе, стандартная для Chromecast. Вопросов с Chromecast нет. Есть у нас каналы. Давайте нажмем канал. Это просто у нас приложение канал. С аккаунтами вопросов не было. В приложениях стандартный раздел приложений. Настройки устройства. Об устройстве. Название устройства Kiwi 4K Android TV, модель Kiwi, версия Android TV 9. Кстати, в 2021 году это было как-то не очевидно, что выпустят опять на Android TV 9. Netflix прописан, сборка и версия ядра. Так, дальше. Дата, время, язык, входы, мы уже говорили, питание. У нас есть автовыключение через определенное время. Можно выключить без изображения, это для проигрывания музыки подойдет. Допустим, через TV-бокс, хотя такое, знаете себе. У нас есть опять же таймер отключения, стоп, автовыключение. Автовыключение это если он без действия стоит, а таймер выключения это вы задаете таймер выключения. И автовыключение при потере сигнала 15 минут. Дальше, в изображениях. Режим изображения. У нас есть различные варианты, есть пользовательские настройки. Ну, слушайте, есть стандартные настройки. А что вообще меняется? Есть насыщенность. Ну, в интерфейсе вообще ничего не меняется. Спорт. Давайте нажмем. Также у нас есть режим фильм. Ну, здесь меняется у нас, видите, подсветка, яркость, контрастность, насыщенность, тон и резкость. Короче, есть различные режимы изображения, надо будет на картинках попробовать. Далее гамма есть. Яркая. Слушайте, на картинках надо пробовать, что это гамма, ничего не меняется. Цветовая температура. Можем усиление по цветам сделать. Расширенные настройки видео. У нас здесь есть DNR, есть шумоподавление MPEG, есть адаптивное изображение. Управление локальной контрастностью.
Автоматический режим кино, который ни хрена не работает, если честно, вот сейчас увидите. Blue Stretch, режим игры, режим ПК. Кстати, режим ПК отключает у нас постобработку процессором изображения. То есть оно есть какие-то, ну там в общем-то грубо сказал, но так и есть. И есть у нас настройки цвета. Настройки цвета более глубокими. Красный, синий, зеленый, голубой, пурпурный, желтый. И даже можно регулировать телесный тон. Есть насыщенность в разных тонах и цветах. Есть яркость в разных тонах, цветах и сдвиг цветовой. Также есть усиление различных цветов. Это для более точной калибровки. Хотя тоже, опять же, надо пробовать, как это работает. По звуку. Здесь у нас есть различные моменты по звучанию. Оставим стандартный. Обработка Dolby Audio. Есть улучшение диалогов. Да, слушайте, прям вообще круто. На самом деле, если это еще работает, то вообще отлично. Регулятор громкости, режим звука. Можем выбирать тоже под различные моменты. Игра, фильм, музыка, новости. Разумный. Боже, Киви, вы хотя бы от ошибки избавились. Во-первых, разумный с маленькой буквы. Если вы все бы писали с маленькой, то бы тут разумный. Это что, разумный? Что такое разумный? Разумный? Или кто-то разумный? Ну, это да, это Киви молодцы. Дальше у нас Surround. Так, что у нас есть еще? Баланс, динамики, внешняя аудиосистема, либо колонки телевизора. А что значит внешняя? У нас колонки телевизора. Цифровой выход PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus. И пропуск, это значит, он прокидывает туда необработанный звук. По идее, должен VRC выдавать, либо на оптику. Понижающее микширование. Можно сбросить это все до заводских настроек. По памяти. Ну, само собой, здесь у нас 8 гигабайт хранилища. Подключен наш SSD. Chromecast. Больше ничего нет. Больше интересного для нас ничего нет в настройках. Давайте попробуем по входам перейти на каналы и настроить сами по себе каналы. Тюнер АТВ, тюнер ДТВ. У нас ДТВ. Нажимаем эфирное ТВ и нажимаем сканирование. Так, настройка завершена. Нажимаем готово. И здесь тоже нажимаем готово. Посмотрим, как работает. Так, сделаем тише. Эфирное телевидение. Это ДТВ. Конечно, хотя и заявлен апскейлинг, но 576p проапскейлить может только NVIDIA Shield. Тут апскейлинг, конечно, нормально не сработает. Ну, слушайте, давайте звук послушаем. А вы знаете, звук достаточно громкий. А ну, сделаем еще громче. Когда делаешь сильно громкий, он становится плоский, потому что не хватает басистости. Но я вам скажу, для такой цены звук неплох. Я редко такое говорю в таких телевизорах, и я в этом деле буду справедлив. То есть это можно спокойно выключать. Телевидение здесь работает отлично, DVB-S модуля нет. А вот AIDA 64 нам ничего нового не откроет, потому что все абсолютно точно так же, как в Kiwi 710 2020 года. Это все та же самая аппаратура и платформа M7322, те же самые 1,5 гигабайта ОЗУ, все то же самое хранилище на 8 гигабайт, из которого доступно 4394 мегабайт. Теперь центральный процессор у нас Cortex A55, 4 ядра по 1,4 ГГц. Ну, само собой, платформа Mediatek. За графику отвечает Mali 470. Здесь пусть вас не вводит в заблуждение 1920 на 1080. Это разрешение самого интерфейса. Это разрешение интерфейса. Интерфейс 4К будет уже с Android TV 12, хотя для Kiwi это не грозит. Я не думаю, что они будут обновлять свой телевизор до Android TV 12. По крайней мере, эту МТК-платформу. Сеть у нас подключена с коннектом 866 мегабит. Сейчас проверим. Android 9. Доступа к температуре нет, конечно же. И из кодеков здесь нет ни AV1. По крайней мере, у этого процессора он никогда и не был заявлен. Но есть у нас VP9 on 2, поэтому YouTube должен работать с HDR. По скорости сети в 5 ГГц мы с вами получаем сколько? 130, 140, 150, 170, 180, а ну давай 200 перешагнешь. Да, вы знаете, это нормальный показатель для 5 ГГц для телевизора, допустим, такой ценовой категории. 200 мегабит на загрузку, на выгрузку здесь не особо вообще важно, потому что что вы будете здесь транслировать? Ничего. По факту в 5 ГГц он более-менее нормально работает. Ну, нормально, я не скажу, что это плохой показатель. Это на уровне Mi Box. Давайте включим 2,4 ГГц. 2,4 ГГц пробуем. И здесь у нас тоже неплохая скорость для 2,4. То есть это выше 60 мегабит, это намного выше среднего. И обычно то, что у нас выше там, 5
50-60 мегабит мы считаем очень хорошим показателем. 74 на загрузку, 46 на выгрузку. Сейчас Аня у нас подключает кабель, и, как я уже говорил, эргономика подключения этого всего действия просто никакая. То есть у вас кабели направлены вниз, подключить это все крайне удобно. Она пробует сейчас, ее прямо видно. Аня, как получилось? Да, получилось. Ethernet мы увидели. Пробуем на LAN RJ45. Здесь 100 мегабитный LAN, это 1000%. Даже не будем ванговать, здесь будет все нормально с этим. 94 мегабита это нормальный показатель, потому что есть 100 мегабит минус служебный трафик равно конечная скорость. 93-94 это реальный показатель. На кабель сейчас приходит чистый 1000 мегабит. Так, дальше. Проверять быстродействие для игровой производительности нет смысла, хотя здесь Kiwi и заявилась о том, что у них есть Boosteroid TV. Это тот же самый, то есть, знаете, как это облачные игры. Насколько они лучше, например, чем GFN, я, честно говоря, не берусь рассуждать. Ну, давайте тест подключения проведем. Я нахожусь в Запорожье, Украина, отлично, то есть текущая рекомендуемая, скорость мегабит, что значит 47? Или это на сервера выдает 47. И мой аккаунт, подписка. Дело в том, что можно играть, у вас бесплатного времени будет 1 час. Если вы хотите поиграть, готовы подписаться, давайте сейчас включим, посмотрим, что они предлагают. Давайте сосканируем наш штрих-код, вернее QR-код. Вот он, где там, Cloud Boosteroid. Нажмем и посмотрим, что они нам предлагают. Почем нынче у нас развлечение? Ваше бесплатное игровое время час, да? Понятно. А ну-ка, давайте мы сейчас посмотрим, сколько будет стоить подписка. 10 евро в месяц, а Ultimate будет стоить 7,49, это при оплате одним платежом. Ребята, готовы платить 10 евро в месяц за игры, которые, кстати, еще надо будет покупать? Хотя не факт. Возможно, здесь вам дадут поиграть. А ну-ка, давайте в библиотеке посмотрим, какие есть игры. GTA 5. Ну, играть. Понятно. Вам нужно будет еще и в Epic Games иметь эту игру. Ну, такое себе решение на самом-то деле. А ну, давайте выйдем и попробуем запустить все-таки какую-то игру. Какая там игра может быть? Я понял, что у меня есть час. Fortnite. Библиотека. Из бесплатных, ну вот Fortnite, Roger, Tomb Raider, тоже free trial, тоже придется покупать все. Ну, игр достаточно мало. То есть это не GFN, в gfn.ru можно поиграть намного круче, и при этом там вас не ограничивают по времени бесплатной игры. Давайте выключаем запись экрана. Вас не ограничивают по времени бесплатной игры, просто придется в очереди стоять. Ну, давайте выберем Grand Theft Auto 5, и все равно нам придется в Epic Games идти и покупать эту игру. Да, то есть все понятно. Короче, то есть все традиционно для облачного гейминга. Вы покупаете игру, покупаете подписку здесь в Boosteroid, и тогда уже играете на телевизоре при подключении еще и геймпада подходящего типа Xbox 360. Эх, такое себе решение. Играть вообще на телевизорах это в край плохо, и я всегда это говорил. Также здесь есть Kiwi Media, которым они хвалились, и это единственное, что я могу похвалить Kiwi в плане каких-то программных разработок. То есть все-таки Android TV 9 это уже старо для такого, скажем так, для конца 2021 года. Здесь у нас есть какие-то бесплатные каналы, целый набор бесплатных каналов, около 50, по-моему. Я так понимаю, что это все интегрировано из Megogo. То есть вы можете... есть у нас, смотрите, бесплатные тренировки. Есть у нас... Что у нас там еще есть? Да, есть у нас еще в прямом эфире еще тренера различные. То есть это такой фитнес, бесплатный фитнес. Вы можете заниматься фитнесом дома. Но опять же, Boosteroid это игры. Это в Kiwi Media. И опять здесь Megogo. Прям везде Megogo здесь у нас пролазит. То есть я так думаю, что это действительно интеграция с Megogo. А ну давайте запустим какой-нибудь канал из... Да, я принимаю ваши условия. Да ну ладно, слушайте. И здесь нужен номер телефона. Ну что это такое? Еще смс-сообщение надо. Ох, ладно, но все-таки зайдем. Интересно. Так, зашли в Kiwi Media. Посмотрим, давайте, смотрим каналы. Сделаем потише. И посмотрим, что у нас здесь получается. Есть EPG с архивом. Ладно, за это зачет.
каналы преимущественно Full HD, насколько я могу судить по качеству. Ну, вот это хорошо сделали. Ладно, я согласен. Я здесь не буду даже говорить, это простой SD канал, это HD канал. И это еще и работает. То есть это бесплатные каналы, бесплатный набор каких-то каналов от Kiwi Media. Ладно, зачет. Конечно же, других никаких системных тестов мы проводить не будем. Мы начнем с вами оценивать качество изображения и будем оценивать с вами уже дальше некоторые еще моменты. Пойдем в фото-тесты МК4К. Это картинки, тестовые картинки фирмы Бурош. Начнем с утечек света. Анечка, выключай весь свет. Мы включаем черную картинку, ставим на паузу. Ух ты, у нас есть явные засветы. Я не знаю, как это видно на... Как это видно? Не, ну более-менее, слушайте. Так, с этим понятно, более-менее. Смотрим по яркости. Мы настраивали яркость. У нас и по яркости, и по контрасту видны последние квадраты. Все после... Ну, то есть фактически телевизор калибруется. Сейчас девушки имеют приятный цвет лица. Возможно, на камере будет какой-то легкий пересвет, будем убирать. Цвета отображаются более-менее темных, явных темных пятен нет ни на одном из цветов. Слушайте, а знаете на чем? Ну, то, что здесь 8-битная матрица и видны вот эти вот переходы, это факт. То есть четко видна лестница в заливке. То же самое, после калибровки у нас видны абсолютно все градиенты. Это 48-шаговая таблица. В яркостно-контрастном анализе тоже у нас вопросов нет. Не знаю, как передаст камера, но ни в сером, ни в синем, ни в зеленом. Ань, смотри, слушай, а реально вас показывает? Вот смотри. То есть все квадраты различимы, да, разные градации. То есть есть у нас... Все то же самое, да. Везде все показывают, да. То есть как бы... Да, все видно. Ладно, тут мы не будем ничего говорить. VA-матрица. При просмотре с освещением задник у нас RGB 0. При наличии какой-то картинки черный отображается достаточно неплохо. То есть мы тут как бы качеству изображения предъявлять особо каких-то претензий не будем. Все-таки мы понимаем его цену. Так, а вот здесь вот у нас, посмотрим. Слушайте, на удивление у меня даже в 0, ну вот 0 у нас это абсолютно черный, минус 1 и плюс 1 я вижу. Тоже не знаю, как камера передаст. А вот в контрастности здесь чуть-чуть у нас есть минус 1 и плюс 1 я не вижу. Аня, ну подтверди. Хотя, нет, я вижу, вот он. Квадратик, еле-еле видны границы, да, плюс 1. Видишь, не видишь? Ну давай, потому что в принципе яркостно-контрастно, смотри, есть, да? Все, хорошо. Ладно, с контрастностью, с яркостью, по крайней мере для этой матрицы, мы как бы не можем сказать, что здесь все плохо. Я не буду наговаривать специально. Единственное, что я могу сказать, что здесь абсолютно очень плохо с плавностью. И у меня даже был такое интересное общение с самим Kiwi. Когда мы показывали, что мы тестировали на Red, они сказали, не, Red не подходит. Ну, во-первых, здесь нет MEMS, ну или MMC. То есть, если мы запустим здесь Red, то он будет, конечно, в полной дергонине, само собой. То есть, он не отрисовывает дополнительные кадры, и поэтому Red у нас не подходит. Мне сказали, смотрите на настоящем каком-нибудь фильме, а не тестовом ролике Red, и будет вам счастье. Хорошо, настоящий фильм, так настоящий фильм. Тогда будем смотреть на задний план. И видим, как у нас все это тоже дергонина жесткая. То есть у меня возникает подозрение, что здесь нет чистых 24 кадра. То есть это значит, что матрица, а здесь матрица 50/60, это значит, что матрица не поддерживает чистых 24 кадра или 24 via 60. То есть, это просто невозможно смотреть. Один раз увидев задний план с вот этой дергониной, вы никогда больше его не развидите. То есть это действительно все дергается. Мы можем с вами, есть то же самое, смурфики. Во-первых, у нас вообще возникла проблема с воспроизведением тяжелого фильма с жесткого диска, который мы приобрели. И все эти дергающиеся картинки нам навели на мысль, что мы должны протестировать его тестом, который использует знаменитая лаборатория Artins для тестирования своих, скажем так, телевизоров, для своих тестов. И для этого мы запускаем тестовый ролик в 24 кадра. В 24 кадра и фотографируем его с выдержкой в 1 секунду. То есть мы запускаем тестовый ролик, производится фотографирование. Мы имеем с вами отчетную шахматку.
То есть здесь должно быть четко серое поле. Ну, сейчас, конечно, в пересвете у меня фотография. Я могу, Аня, притуши верхний свет, пожалуйста. Я перефотографирую для того, чтобы было видно. Фотографируем еще раз. Есть. Пожалуйста, включай. И вот, пожалуйста, вам четкая шахматка. 24 кадра здесь нет при проигрывании из внутреннего проигрывателя. Мы позже немножечко протестируем, как это будет работать с внешним носителем, имеется в виду TV-Box. Мы подключим TV-Box и в 24-кадровом режиме попробуем проиграть тоже этот же тестовый ролик. Но я думаю, что факт этого тестирования оспорить будет крайне трудно. Но это то же самое, что спорить прямо с Artins. Можно им писать письма и доказывать, что здесь есть 24 кадра, а их здесь реально нет. С внутреннего жесткого диска мы можем попробовать с вами проиграть очень тяжелый фильм. Это Gemini Man на 70 гигабайт. Он будет проигрываться с Dolby Audio в HDR до того момента, как вы не попробуете перемотать. Потому что USB 2, который здесь, он достаточно слаб для проброса. Завис. То есть, если мы включим и не будем мотать, а будем проигрывать через этот внутренний плеер, то он будет проигрывать просто-напросто линейно, да. Если мы захотим перемотать, пускай чуть-чуть поиграет, посмотрим, насколько он с этим справится. И вот оно опять, стробоскопы у нас пошли. А давайте попробуем все-таки перемотать. Не, при перемотке он сразу вывешивается. О не, что-то даже пытается. Ну, пробуем еще раз. Не, вывесился. Вывесился? Да, висит полностью. Это факт. Это факт. Я понимаю, что, допустим, заявлять, что здесь не проигрывается какой-то там контент, это, конечно же, глупо, потому что телевизор рассчитан на стриминговые сервисы. Но давайте тогда тестировать стриминговые сервисы. Netflix. По Netflix здесь есть лицензия. Заявлен именно Dolby Audio. У нас вот есть Ultra HD 4K 5.1. Есть фильмы 4К HDR 5.1, ну давайте запустим ту же самую династию. Смотрите, это достаточно приятно, все показывает более-менее, насколько это можно требовать от Kiwi, допустим, более-менее хорошо в ценовой категории этого самого Kiwi. Хотя говорить об HDR в данном телевизоре достаточно тяжело, ведь вот смотрите, давайте попробуем попереключать изображение, пользовательские настройки, давайте стандартные. Подожди, а вообще чего-то меняется? Насыщенные. Стоп. А вообще что-то меняется в картинке? Спорт. Стоп. Что-то я вообще ничего не понимаю. Ну-ка, давайте нажмем на паузу. Так, у нас на паузе. Аня, мне нужны твои глаза. Так, мы нажали на паузу. Теперь будем в два глаза смотреть. Аня, смотри на картинку. Меняется ли картинка при изменении пресетов? Например, фильм. Темнее стало. Да, такая не очень приглядная. Меняется. Потому что есть фирмы-производители, которые очень любят баловаться. Подожди, насыщенное сделал. Насыщенное ничего не понимаю. Давайте игру сделаем. Подожди, пользовательские настройки. Да, что-то меняется. Что-то меняется, поэтому, ладно, здесь работает. Слушайте, но если говорить уже об HDR, то мы с вами еще должны замерить базовую яркость данного телевизора. Используем наш измеритель 334, здесь с учетом погрешности, 350 заявленных кандел, можем, в принципе, подтвердить. Только видите, в чем разница? Дело в том, что в разной части экрана у нас разная яркость. В углах это будет темнее, от 250 до 330. Давайте я пик включу. 347 вот в этом месте. Вот, пожалуйста, 350 кандел, 349. Вот, 350 кандел мы получили яркости, соответствует заявленной базовой яркости. Но, чтобы вы понимали, смотрите, здесь 340, здесь 311, здесь 300, по углам 236. То есть яркость неравномерна. Это факт. А это говорит о том, что получить здесь HDR нормальный при такой базовой яркости достаточно тяжело. Но это такой, называем бомжи HDR. И, конечно же, для того, чтобы проверить этот самый бомжи HDR, мы идем в YouTube на тестовые ролики, которые мы снимаем сами. И есть у нас один такой сумасшедший ролик, называется «Дикая река», на котором видно и шим, и все остальные огрехи. Выбираем тестовый ролик «Дикая река». Данный ролик нам позволяет проверить и декодирование 4К 60 FPS HDR в YouTube.
Я уже вижу. Дикий шим. Я не знаю, ребята, видно вам или нет, но у нас мерцание на листве. Сейчас, когда будет верхняя сцена, это будет просто-напросто видно очень сильно. И здесь же проверим звук. Не, ну по звуку я тебе скажу, да? Нет, что скажешь по звуку? Громкий, не сильно приятный, но это лучше, чем бюджетные телевизоры, которые у нас были, согласись. То есть что-то со звуком делали. Ладно, сделаем потише, для того, чтобы мы могли общаться. Слушайте, у меня есть мерцание на листве. Вот прям, ну, очень сильно. Вот в данном случае, вот здесь вот на этой листве очень сильные мерцания. Вот я специально показываю мышкой. То есть здесь есть шим, ребята. И это смотреть будет очень неприятно. Он мерцает. Просто жесть. То есть на листве это все видно. Я не знаю, как это будет на камере видно, Ань. А ну, слушай. Бай, твою ж налево. Смотри, какое мерцание. Ты это видишь? Да, это вот просто нет, это шим, это шим. Слушай, ну надо попробовать телефоном снять, может не будет видно на камере, мы должны все-таки донести, насколько это все трагично, я не знаю, насколько это будет видно вообще в телефоне, ну что. Ага. Так, а ну смотрим, подожди, с этого момента я сейчас включил, смотрим, не знаю, будет ли видно на телефоне. Да, вот они пошли мерцания. Слушай, ну вообще, да как-то, ну, совсем. То есть там, где куча мелких деталей, на различных моментах мы видим именно мерцание. Есть мерцание, вот оно. То есть смотрим, вот у нас мерцания пошли. Смотрите, какой шим вообще. Это просто жопа. Вот они мерцания пошли. Вот на этом ролике шикарно шим проверяется. Шикарно. Смотри, и здесь видно, вот здесь на деревьях видно. Да, то есть глаза вытекут, если вы будете это смотреть на постоянку. В телевизоре есть явно четко выраженный шим, поэтому мы об этом должны сказать. По поводу стриминговых сервисов типа Megogo, конечно же, это тоже будет работать. В данном телевизоре будет доступно раздел и 4К, и 4К HDR в Megogo и тому подобных сервисах. То есть вы можете здесь включить любой из этих фильмов и смотреть. То есть, да, для стрима это все отлично подходит. Пробуем IPTV. Ну, так как мы пробовали Kiwi Media, там было с OTT, пробуем IPTV 4К. Пробуем 4К IPTV телевидение. Так, наша Сибирь работает. Качество достаточно нормальное. Глаза туриста работают. Ну да, 4К телевидение работает. В этом именно это мы не сможем оспорить и как бы и не собирались. То есть здесь у нас все отлично. Хорошо, выходим. По 4К IPTV у нас вопросов нет. Слушайте, у меня телек завис. И развис. Что-то притормозил. 1,5 ГБ все-таки маловато. Также мы должны провести тесты, как он будет работать с другого рода программным обеспечением. Например, для просмотра фильмов через раздатчик, через тяжелые. В частности, некоторые используют различные движки, но мы не будем называть какие. Мы попробуем проиграть фильмы на 70 гигов онлайн через раздачи с достаточным количеством раздающих. Это будет Дюна. Пошел набор раздающих. В принципе, я помню, что 710 серия у нас справлялась с этим действием и никаких проблем у меня не возникало. Как с 740 серией будет, мы сейчас увидим. Будем использовать Vimeo Media Player. И опять же, смотрите, какая ситуация. Вот сейчас вы увидите, у нас сначала фильма будет. Здесь вот, сейчас появится надпись, есть надпись. И начало фильма будет, там будет водонапорная башня двигаться, анимированная, и она тоже будет дерганая. То есть, смотрите, тык-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 тык. Это конкретная дерганина, потому что здесь нет поддержки 24 кадров. То есть это такая ситуация. Давайте пробуем перемотать. Это важный момент проверки больших раздач для того, чтобы понимать, насколько он с этим справляется. Так, перемотала. Сейчас пробуферит. Ждем, пока стартанет. Да, заработала. Вообще на данном телевизоре я смотрел большие раздачи. Realtek 1.4 достаточно неплохо с этим справляется в паре с Matrix.
тут у меня вопросов не возникло. Но вы должны понимать, что я рекомендую TV-Box, либо внешний сервер, потому что не всегда и не все раздачи большие будут работать. Все зависит от битрейта, и бывает такое, что очень тяжелые раздачи просто-напросто он не вытягивает. Это факт, это такое есть. Вот сейчас пошло фризить, пожалуйста, зафризовало. То есть он тупо не справляется, при том, что буфер сейчас у меня, я смотрю на буфер, он заполнен полностью. Вот, пожалуйста, 70-гиговая раздача фризанула. 40-50 гигов это предельный момент для данного телевизора, хотя он и 4К. А вот теперь мы с вами должны протестировать TV-Box в паре. Давайте сейчас выберем TV-Box в паре с таким интересным решением, как Kiwi 740. У нас сейчас подключен Yugus AM7. А я вам объясню, что мы делаем. Мы включаем настройки. У нас в настройках устройства в разделе «Экран» мы включили, смотрите, в разрешениях 24 Гц. Объясню для чего. Мы сейчас проверяем способность телевизора из внешнего источника обеспечить 24 Гц для того, чтобы ваши фильмы были без рывков. То есть 4К 24 Гц. И теперь мы запустим тестовые файлы и тот же самый тестовый отрезок фильма, который мы до этого тестировали. Давайте запустим через Kodi. В принципе, это будет, наверное, правильное решение. Если говорить о фильме «Тарзан», вот, кстати, у нас появилась Dolby вверху. Смотрите, вот Dolby Audio вверху. Dolby у нас передается. И опять у нас задние планы просто-напросто стробят. Невероятно. То есть даже здесь из внешнего источника 24 кадра мы не получили. Сейчас мы это подтвердим тестом от Artin с тестовым сэмплом, с фотографией, с выдержкой в 1 секунду. То есть на данном телевизоре, данный телевизор абсолютно не подходит для просмотра нативного кино. То есть здесь будет вот эта вот дерганина постоянная. Давайте мы сейчас спробуем запустить именно, ну, даже вам для понимания, что здесь вы не получите ничего хорошего даже с внешним TV-боксом, у которого есть автофреймрейт. Давайте выбираем, фотографируем с выдержкой 1 секунду. Получаем абсолютную шахматку. Все, у нас уже все понятно с этим телевизором. То есть 24 кадра, здесь нет ни при каком раскладе. У нас получается полная шахматная доска. Телевизор не приспособен обеспечить плавность проигрывания фильмов в 24 кадра. Это факт. Мы заканчиваем наш обзор этого телевизора. Все остальное мы вам скажем в нашем резюме. В качестве резюме могу сказать следующее, что если выбирать между этим телевизором и чем-то другим, то я бы выбрал Xiaomi Mi TV P1. При этом разница в цене совершенно минимальна. Все-таки в Xiaomi у нас есть Dolby Vision, есть уплавнялка и немножечко побыстрее он все-таки работает. И нет такого ярко выраженного шима. Поэтому, уж извините, есть как есть. А если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Ну, в общем-то, мы его не советуем, вы поняли, да? Не советуем, да. Вот так вот. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.